Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такого замечательного полотна. Шьется оно несложно, но есть свои нюансы, поэтому смотрите внимательно видео и все узнаете. Долго тянуть не буду, приступаем. В качестве основы я буду использовать джинсовую ткань. Это из джинсов. И как вы видите, она у меня тянется. Проклеивать ее я не буду, но дальше покажу, что буду применять в том случае, если джинсовая ткань, как и у меня, тянется. Также я буду использовать утеплитель. У меня это Slimtex 150 грамм на квадратный метр. Можно использовать абсолютно любой другой утеплитель, а также утеплитель можно не использовать в зависимости от того, что вы будете шить. То есть, если вы будете шить, например, одежду, то утеплитель можно не использовать. А если вам нужно полотно, например, для сумочки, то утеплитель нужно использовать для того, чтобы заготовка держала форму и изделие в итоге также имело форму. Далее я беру ниточки, как правило, я использую вот такие остатки на шпульках, и полностью все полотно мне нужно сметать. Это нужно для того, чтобы, во-первых, слои, то есть основная джинсовая ткань и утеплитель, не смещались относительно друг друга. А во-вторых, так как джинсовая ткань у меня тянется, то вот такая частая сметка даст полотну стабильность. Если вы захотели сделать подобное полотно, но без утеплителя, и у вас джинсовая основная ткань тянется, то ее обязательно нужно проклеить. Как вы видите, я уже сметала. И вот сейчас показываю, что я метала по горизонтали, но также можно и по вертикали. Это абсолютно без разницы. Все лоскуты я буду пришивать, начиная от центра и продвигаясь к краям. Конечно же, все подробно покажу. Я подготовила остатки, обрезки джинсовой ткани, но прежде чем приступать, я их, конечно же, отутюжу, а также я подбирала по цвету эти остатки и обрезки, чтобы они были светлее, нежели фон. И я приступаю к самому творческому этапу создания этого полотна. Я подбираю лоскуты. Напоминаю, что я их отутюжила, потому что если вы используете мятые лоскуты, то и работа выглядит неопрятно. Нужно взять 2 или 3 лоскута. Ну, у меня будет в основном 2, но в каких-то моментах я покажу, где буду использовать 3. Один чуть меньше, буквально на 1-2 мм, нежели второй. Они одинаковые по форме, а также разные по цветам. То есть в моем случае нижний более светлый, верхний более темный. И я их вот так беру и скалываю булавочкой. Далее беру следующий лоскут. Как вы видите, он абсолютно другой формы. Я вам акцентирую ваше внимание на том, что не используйте, например, только квадраты или только прямоугольники или треугольники. Используйте разные формы. Это выглядит красивее. И вот так накладываю, снова вырезаю нижний. Смотрите, как вам удобно. Если вам удобнее вырезать сначала верхний, потом нижний, делайте так. Вот я вижу, что он у меня слишком большой, и я просто срезала, сделала его меньше. Также заколола. Также хочу сказать, что очень красиво использовать вот такие потертости, когда они присутствуют, а также следы от швов. Ну, это придает некий шарм полотну, соответственно, и конечной работе. По поводу размера лоскутов. Смотрите, опять же, вы ориентируетесь на то, что нужно именно вам. Если у вас, например, большое полотно, ну, к примеру, коврик, то и лоскуты можно брать, соответственно, крупнее. Если у вас, например, маленькая сумочка, то лоскуты должны быть еще мельче, чем у меня. Если у вас какая-то подушка, например, 50 на 50, то берите средний размер. То есть вы ориентируетесь исключительно на свои потребности. Чем больше полотно, тем крупнее можно использовать детали на нем. И хочу обратить ваше внимание, что на экранах вы видите, как близко я располагаю детали друг к другу. Вот тут у меня уголок, и я срезаю так, чтобы
уголочек этот был достаточно плотно друг к другу. Я не делаю с нахлестом, но и расстояние между деталями я также не делаю. Не переживайте, что снова не будет видно. В конечном результате все прекрасно будет видно. Также я не выкладываю сразу же все детали на полотно. Делаю это поэтапно. Ну, я это, конечно же, покажу. Но чтобы не делать слишком длинные видео, кое-что будет сделано за кадром. Но все самое главное вы не пропустите. Смотрите, вот 9 элементов у меня готовы, они находятся в центре заготовки. Я иду к машинке и хочу показать, какими нитками я буду шить. У меня это нитки в тон лоскутов. Но также можно использовать и контрастные нитки. Просто продумывайте наперед. Ну, например, если вы будете шить сумочку в комбинации, например, с красной тканью, или у нее будет красная ручка, то почему бы не сделать отстрочку красными нитками? Ну, у меня все будет в тон. Иглы. Иглы я использую для джинса номер 100. Далее строчка. Можно, конечно же, сделать самую обычную прямую строчку. Но я хочу вот такую. Она тройная. Еще ее называют трикотажной, либо усиленной. Такая строчка есть в очень многих швейных машинках. И если она у вас есть, и у вас есть желание повторить именно так, как делаю я, то выбирайте ее. Но если нет, то и обычная прямая строчка также подойдет. Далее нужно пришить. Смотрите, если я буду шить сразу по верхнему лоскуту, у меня будет слишком большой промежуток, особенно если вот такие угловые детали. Смотрите, вот если, например, я здесь строчку проложу, вот вы видите, слишком много. И тут, и тут. То есть будет не очень красиво. Поэтому сначала я пришиваю нижний лоскут и только затем накладываю и прошиваю еще и верхний. Снимаю булавку, но только с тех, которые буду конкретно пришивать именно сейчас. Поправляю, выравниваю. Верхний можно пока убрать. И вот так, смотрите, буквально отступив 2-3 миллиметра от края, я делаю строчку. Больше не нужно. Пускаю лапку и начинаю. Обратите внимание, я начинаю не с уголочка, а вот сбоку. И эта строчка делается вперед, назад, вперед. И вот дойдя на уголочек, вот так, поднимаю лапку, поворачиваю. Тут аккуратно, мне не очень удобно, потому что у меня впереди стоит камера, но уж простите. И дальше продолжаю. Я не вижу смысла затягивать видео и показывать, как я делаю строчку. Думаю, тут и так все понятно, но на всякий случай на ускорении я вот показываю, что сделала на одном лоскуте, затем накладываю второй и точно так же делаю строчку. Не забываем про закрепки. И вот тут очень важно, хотела сказать, почему я не выкладываю все сразу на все полотно. Потому что при шитье смещается, и вот я, допустим, один пришила, да, и второй я уже корректирую, то есть пододвигаю к предыдущему. И если вы выложите все полотно, то потом могут быть не очень приятности. Также хочу показать строчку. Смотрите, она смотрится более насыщенно, нежели обычная прямая строчка. Я не скажу, что это на что-то влияет, но мне так больше нравится. И так я продолжаю пришивать. То есть пришила часть, снова иду, прикалываю, пришиваю. Если я вижу, что в каком-то месте у меня все в каком-то едином цвете слилось, я беру джинсовую ткань с потертостями, накладываю и пришиваю третьим слоем. Так заполняю все полотно. И вот что должно получиться. Конечно же, это еще не конечный результат. Вот так выглядит изнанка. Часто спрашивают, поэтому стараюсь, если не забываю, показать. И сейчас нам нужен будет супер инструмент, а именно вот такая хозяйственная щетка. И мы делаем вот так. То есть нам нужно разлохматить абсолютно все края.
Не бойтесь, вы ничем не испортите. Чем больше вы будете прилагать усилий, тем лучше и краше будет выглядеть ваша заготовка, уж поверьте. И последним штрихом в данном полотне будет стрижка. Нам нужно взять ножнички и просто под одну длину остричь то, что у нас повылазило от щетки. Ну, тут ничего сложного. Я думаю, что каждый с этим справится. Полотно мое готово. Кстати, для лучшего эффекта хорошо бы постирать в стиральной машинке, чтобы еще больше разлохматилось, и тогда сделать еще раз стрижку. Но, в принципе, и так вполне хорошо. Скажу, что такие полотна в изделиях, чем больше стираются, тем лучше и краше выглядят. Подобные полотна можно применить в абсолютно любом изделии, ограничений нет никаких, а там, где они есть, поверьте, это ограничения у вас в голове, навязанные вам чужим мнением. Поэтому избавляемся от чужих навязанных нам негативных убеждений, берем швейную машинку и создаем красоту. На этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также на моем канале доступна функция спонсорства, поэтому если вы хотите быть особым подписчиком, иметь привилегии, тогда нажимайте кнопку «Спонсировать». А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.